Сквозь осень, дождь и холод, пойдем со мной в Геншин Импакт. Что такое Геншин для вас? Может быть, это путешествие? Может быть, бои? А может, это новые знакомства? Возможно, это новоприготовленное блюдо. А может, это молитвы? О, да, молитвы. Новые девочки. Но для меня это идеальный мир. Не поймите неправильно, я уже взрослая женщина, у меня есть работа, интересы и реальная жизнь. Но как же мне всегда хотелось жить в другом, более светлом и магическом мире. С самого детства моим любимым фильмом был «Властелин колец». История про хоббита, который отправился в путь со своим другом Сэмом. Они жили в прекрасном месте, которое снимали в Новой Зеландии. И пока я созерцала дивные красоты, которые находятся на другом конце планеты, в моей памяти закреплялся образ дивных полей, мирных жителей и легкого беззаботного существования. Я обожала все фэнтези-картинки, на которых рисовали дворцы, добавляли свет, и все становилось таким магически прекрасным. Манящая иллюзия дивного светлого мира всегда жила во мне и время от времени давала о себе знать. Но такого я еще не видела. Казалось бы, что может быть проще, чем нарисовать светлые, красивые локации, наложить музыку моего сердца, сделать квесты и нарисовать аниме-персонажей. И как бы мы ни пытались разбирать подетально Геншин Импакт, находить в нем минусы и плюсы, мы в любом случае придем к одному. Геншин Импакт успокаивает, и это лучшая таблетка от осени. Самое удивительное, что Геншин я заприметила за пару дней до его выхода. Я видела скриншоты на официальном сайте PlayStation, и они сразу заинтересовали меня. Это случилось впервые в моей жизни. Я никогда не могла подумать, что меня затянут скриншоты, и я сразу поняла, что Геншин это мое. Мы сильно загрустили в тот день, когда запустили меню, а нам сказали приходить завтра. Да, это была ошибка в магазине, они поставили не ту дату. Мы играли неделями, наслаждались миром, однако контента было очень и очень много. И я не смогла уделить ему должное внимание. И вот, настало то время, когда я могу себе позволить испытывать неподдельное счастье и никуда не спешить. Именно осенью ты испытываешь грусть, усталость и даже небольшую депрессию. И кто, как не Геншин Импакт, примет тебя в свои объятия. Ты можешь укутаться в пледик, сделать шарлоточку и, попивая чай, бегать по такой красоте. Ты можешь знакомиться с новыми людьми, если захочешь, можешь изучать лор и с помощью побочных квестов лучше раскрывать тех или иных NPC. Вы думаете, Геншин никогда меня не пугал? This is no offering to Boreas. Ох, пугал, да еще как. На некоторых моментах музыка становится слишком пугающей, а озвучка устрашающей. Неважно, любите ли вы замки или же восточные мотивы, или же вы поклонник снежных локаций. Здесь, в этой обители уставших мечтателей, каждый сможет найти для себя место под солнцем. Геншин Импакт продает вам не конкретного персонажа, которого вы можете купить или выбить за молитвы. Он продает вам идею. Идею мира и магии. Любое фэнтези продает
вот именно это. Магический комплекс для желающих уйти от реальности, забыть про свои проблемы и дать себе отдохнуть. А какое может быть лучшее время для этого? Конечно же, осень. В чем прелесть смотреть в окно на слякоть, когда можно почувствовать себя счастливым в другом, нереальном мире? Именно для этого мы играем с вами в те или иные игры. Для кого-то это шутеры, космические приключения, для кого-то головоломки, и вы чувствуете себя Шерлоком Холмсом. А для меня нет ничего важнее покоя и умиротворения. Я созерцатель. Несмотря на то, что я достаточно шумная и энергичная женщина, однако для моей души нет ничего лучше спокойствия, медленных прогулок и приятной музыки. Я очень ценю музыку, и в моей жизни это не просто какая-то игра на инструментах, это погружение в фантазии и создание собственной реальности. С самых первых секунд самой первой композиции Genshin Impact купила меня, заманила меня к себе, и я знала, что когда-нибудь вернусь. Не все проекты я могу пройти день в день, однако спустя какое-то время именно возвращение в них является для меня своего рода доказательством того, что именно здесь я готова получить то, что мне нужно. Я бы искренне хотела, чтобы вот так выглядел настоящий мир. Вы заметили по моим роликам, что в моих мечтах идеальный мир — это Тусент из Ведьмака, Греция из Одиссеи и Геншин. Хотите найти хорошее место для фотосессии? Или же вы постоянно ищете новые ресурсы для молитвы? Геншин станет домом для каждого. Магические эффекты во время боя успокаивают меня, и я могу наслаждаться игрой и отдыхать, зная, что это всего лишь приятная мечта. Недоумения создают серьезные диалоги, начиная с мальчика с голубями в самом начале игры. Мы представляем, что в Геншин все вам будут улыбаться, но как же мы ошибались? На таких моментах ты даже не знаешь, как относиться к Genshin Impact, и начинаешь видеть в нем то, что раньше не замечал. Именно Геншин заставил меня как-то приободриться в этот сентябрь. Я будто получила глоток свежего воздуха в такую холодную и дождливую погоду. Мы все своего рода являемся мечтателями, фантазируем, в каком бы мире мы хотели жить. Но когда ты можешь наблюдать воочию тот мир, который бы тебя устроил, это необъяснимое чувство. Хоть ты и не можешь потрогать его в реальности, геймпад все же даст тебе возможность им управлять и взаимодействовать. Не все игры должны быть жестокими, с кровью, кишками, убийствами и драмой. Почему бы иногда не позволить себе любви, умиротворения и нежности? Genshin Impact про любовь, про спокойствие, про то маленькое место, куда ты можешь всегда вернуться. Будто это твой маленький далекий домик детства, который будет ждать тебя всегда. Такие же эмоции я испытывала, когда играла в Perfect World. Это была моя сказка, моя фантазия, мое вдохновение и мой покой. Это было так давно, что вряд ли я что-нибудь вспомню из Perfect World. Начала говорить о нем и захотелось снова окунуться в чудесный идеальный мир. Разбирать, откуда вообще зарождается такая мечта о другом мире, можно бесконечно. Да, это неоправданное ожидание от реальности, это возможность сбежать, особенно в детстве, но есть одно маленькое, но очень важное но. Мечтатели, фантазеры и те, кто отказался от реальности, подарили нам самые любимые произведения, которые взывают к нашей душе и проникают в каждую клеточку нашего мозга. Именно мечтатели создавали произведения искусства, видя в них чуть больше, чем обычный человеческий глаз. Именно мечтатели показывают нам все безграничные возможности мозга. Именно мечтатели делают этот мир, наш с вами мир, более счастливым. Каждый день, каждую минуту и каждую секунду. А вы умеете мечтать?